Его трудно не заметить. Представьте себе машину высотой с двухэтажный дом, длиной почти с автобус и шириной, способной перекрыть целую сельскую дорогу. Это не сцена из фантастического фильма и не спецэффект. Это Big Bad 747, самый большой трактор, когда-либо созданный человеком. Он был построен в конце 70-х по специальному заказу фермеров из Монтана, которые хотели что-то настолько мощное, чтобы вспахивать невероятные площади земли за минимальное время. Машина весит более 130 тысяч фунтов и развивает мощность почти в 1000 лошадиных сил. Его двигатель гудит так, что даже закаленные механики предпочитают держаться подальше, когда он заводится. Он двигается как гусеница-гигант, оставляя после себя ровные, но ужасающие борозды в земле. Его колеса высотой с человека. Чтобы сменить покрышку, нужен целый кран. И неудивительно, что его перевозка с фермы на ферму — это уже само по себе целое шоу, требующее нескольких трейлеров и сопровождения. Но что делает Big Bad не просто большим, а по-настоящему пугающим? Это его почти бесчеловечная мощь. Он создает впечатление, будто это машина не для сельского хозяйства, а для захвата мира. Многие, кто впервые его видит, признаются, они чувствуют страх, будто смотрят на живую стальную тварь, которая вот-вот оживет. Кстати, говорят, один из его операторов однажды пропал в поле, официально ушел в лес и не вернулся. А что думают местные фермеры? Они утверждают, что он слышал в наушниках чей-то голос. Но кому может быть интересно управлять этой махиной изнутри, если не человеку? И если вы думаете, что страшнее уже некуда, вы просто не видели, как трактор может двигаться не на колесах. Трактор-паук. Первые кадры с этой машиной вызывают одну ассоциацию – насекомое. Причем не милую божью коровку, а паука из «Ночного кошмара». Это прототип многоопорной машины, которую инженеры пытались разработать в разных странах в середине 20 века. Идея была проста: колеса застревают, гусеницы ломаются, а ноги могут пройти где угодно. Один из таких проектов назывался Walking Tractor и имел 6 металлических ног. Каждая из них управлялась гидравликой и могла поднимать машину почти на 3 фута над землей. Когда он двигался, его походка напоминала смесь шагающего танка и огромного жука. Он не издавал ровного гула, как обычные тракторы. Он хрустел, скрипел, как будто стонал от боли. И каждый шаг сопровождался вибрацией, которая ощущалась в радиусе нескольких ярдов. С технической точки зрения это было чудо инженерной мысли. Но по факту чудовище, которому не место среди людей. Работники, которые тестировали его в полевых условиях, говорили, что ощущение, как будто ты сидишь на животном, которое пытается тебя сбросить. А однажды один из инженеров упал с платформы и сломал ребра не от падения, а от страха, когда машина резко повернулась в его сторону. Почему же такие машины не пошли в серию? Ответ прост: люди их боялись. Они вызывали беспокойство, и даже агрономы шутили, что не могут спокойно спать, зная, что такая штука стоит на складе в полумиле от их дома. Говорят, один из прототипов до сих пор находится в закрытом ангаре. И иногда по ночам он сам включается, но не все пугающие тракторы были созданы в лабораториях, некоторые в обычных гаражах. Железный Франкенштейн. На первый взгляд, просто ржавый агрегат. Но если приглядеться, можно увидеть детали, которые здесь быть не должны. Башня от танка, кабина от паровоза, выхлоп от старого военного грузовика. Это не арт-объект. Это самодельный трактор, собранный руками одного человека. Его называют Франкенштейн не просто так. Создатель этой машины — фермер из Невады, который в 90-е годы решил собрать свою идеальную технику из всего, что попадалось под руку. Внешне она похожа на машину, которую бы собрал ребенок в страшном сне. Черный корпус, ржавчина, острые металлические элементы, торчащие как кости. Звук двигателя напоминает рев зверя, а движение непредсказуемое, как у пьяного быка. Этот трактор не раз участвовал в местных шоу, но в какой-то момент его запретили к эксплуатации. Причина — небезопасность. Во время одного из заездов у машины заклинило рулевое, и она чуть не протаранила толпу. С тех пор машина стоит на частной ферме, под навесом. Ее никто не трогает. Говорят, владелец общается с ней и утверждает, что она отвечает. Скептики посмеиваются, но однажды ночью соседи видели, как трактор сам завелся и проехал по полю. Без водителя. Но если Франкенштейн рожден из хаоса, то следующая машина — продукт мощной инженерной дисциплины. Только вот результат пугает не меньше. Зверь из СССР. Он выглядит как трактор, переживший апокалипсис. Гигантский, красный, с квадратной кабиной, закованной в броню. Это Кировец. Советская разработка, которая должна была покорить не только поля, но и целые пустыни. Оригинальный Кировец был мощной, надежной машиной. Но однажды в Ленинграде решили сделать специальную версию с усиленной рамой, бронированной кабиной и возможностью работать в условиях химического заражения. Его кабина герметична. Окна из пуленепробиваемого стекла, а вентиляция как у военного танка. Он был настолько странным, что даже советские
советские инженеры не могли объяснить, зачем нужен трактор, который может пережить ядерный удар. По слухам, его тестировали в Казахстане, где имитировали боевые условия. Один экземпляр попал в руки американцев. В 90-х его купил фермер из Техаса. Он утверждает, что трактор шепчет что-то по ночам, а однажды он самовольно завелся и поехал прямо через забор. Сегодня этот кировец стоит в частной коллекции, но хозяин его не использует. Говорит, слишком много с ним странностей. А теперь представьте, что все это лишь подготовка к самому опасному образу, который когда-либо выходил в поле — огнедышащий механизм. Сначала кажется, что это декорации к фильму «Безумный Макс». На сцену выкатывается трактор, обвешанный цепями, трубами, с ярко раскрашенным кузовом и выхлопами, вырывающимися вверх, как языки пламени. Но это не кино, это настоящий трактор, специально подготовленный для шоу. В США, особенно на юге, существует субкультура тракторных шоу. Там собираются владельцы техники, модифицированные до предела. Один из самых знаменитых тракторов называется Fire Beast. Его двигатель настроен так, что при резком ускорении он выбрасывает огонь. Не просто пламя, а настоящий столб в несколько футов. Его создатель говорит, что хотел оживить машину. И у него получилось. Только вот живет она, кажется, своей жизнью. Во время одного из шоу у трактора загорелась задняя часть. Но вместо паники — овации. Публика подумала, что это часть шоу. Сам владелец позже признавался, что в какой-то момент машина перестала реагировать на управление. Она сама выбирала, когда и куда ехать. Он был просто пассажиром. Такие трактора не пашут поля. Они пашут человеческую психику. И пока вы смотрите на их огненные выбросы, где-то на дне души закрадывается вопрос: а не слишком ли живая эта штука? И это только верхушка айсберга. Некоторые тракторы вообще создавались не для земли, а для воды. Подводный сюрприз. Когда слышишь слово «трактор», воображение рисует сцены на полях, может быть, в горах. Но под водой именно такую сумасшедшую идею пытались реализовать инженеры военного ведомства в середине 20 века. Так появился проект амфибийного трактора, способного не просто пересекать болото, а работать на дне водоемов. Официально машина предназначалась для очистки русел рек и прокладки кабелей. Неофициально испытания проводились в условиях, о которых даже сегодня предпочитают не говорить. Амфибия имела герметичный корпус, огромные колеса с лопастями и систему балластов, как у подводной лодки. Звучит как инженерное чудо. Но на деле все вышло зловеще. Во время первого теста в озере, находящемся на юге Луизианы, машина действительно погрузилась и даже начала движение по дну. Но через 20 минут связь с ней оборвалась. Экипаж не выходил на контакт. Когда водолазы спустились на поиски, они нашли трактор. Без людей. Кабина была пуста, двери заперты изнутри, оборудование в порядке. Ни следов повреждений, ни следов команды, они будто испарились. Машину подняли, осмотрели и снова отправили в воду. Ее тестировали еще дважды, но каждый раз что-то шло не так. Один раз у спасателей отказала вся электроника в радиусе сотни ярдов, в другой на корпусе появилась вмятина, будто от удара гигантской челюсти. Сегодня трактор хранится в музее закрытого доступа. Посетить его можно только по спецразрешению, но вот интересный факт. Те, кто осматривал машину вблизи, говорят, что она издает тихий шум, похожий на дыхание. И если этот механизм пугает своей историей, то следующий — просто своим внешним видом. Скелет из стали. Когда впервые видишь этот трактор, хочется отойти подальше. Его дизайн больше похож на скелет какого-то древнего металлического существа. Никаких обшивок, никаких защитных панелей. Только голый металл, открытые шестеренки, трубы и арматура, торчащая как ребра. Эта машина была построена в качестве демонстрационного образца на одном из заводов в Айове. Идея была в том, чтобы показать внутренности техники, сделать учебный трактор для механиков. Но получилось нечто совсем другое. Когда его выкатили на свет, люди начали фотографироваться с ним как с монстром. Уж очень он выглядел устрашающе. Огромные колеса, рама без капота, длинный выхлоп, выходящий сбоку, будто у животного. К сиденью простая железная пластина с ремнем, похожим на кандалы. А когда он заводится, рев такой, что срабатывают сигнализации на ближайших машинах. Вибрация передается через землю, и кажется, что скелет ожил. С этим трактором произошел и курьезный случай. Во время ярмарки один из зрителей подошел слишком близко и случайно зацепился за выступающую часть. Его затянуло в сторону колеса, но, к счастью, все обошлось без травм. Однако после этого машину убрали с публики, и теперь она стоит за решеткой, как опасный зверь. Некоторые утверждают, что трактор вдохновил одного режиссера на создание монстра для фильма ужасов. И, глядя на эту конструкцию, трудно не поверить. Но если скелет выглядит устрашающе, то следующий трактор пугает уже тем, для чего он был создан. Космическая гусеница.
Это не метафора. НАСА действительно разрабатывала трактор, который должен был работать на другой планете. В конце 20 века, когда идеи освоения Марса обретали очертания, возник вопрос, а как обрабатывать поверхность планеты, если миссия будет долгая? Так появился концепт марсианского вездехода, технически классифицированного как трактор. Он был огромным, гусеничным, с корпусом из титана и кабиной, способной выдерживать экстремальные перепады температур. Но главное, он выглядел так, будто прибыл из другого мира. Острые формы, углы, специфическая броня, антенны, изогнутые как щупальца. Первый прототип построили на военной базе. Испытания проходили в Аризоне, где ландшафт отдаленно напоминает марсианский, но уже на первых тестах техника показала нечто странное. На третьем дне работы у кабины сработала сигнализация, внешнее воздействие, однако в округе не было ни одной живой души. Позже, во время ночного теста, один из инженеров сообщил, что видел движение на тепловизоре, рядом с трактором. По форме — человек. Но на записи никто ничего не нашел. Через пару месяцев проект свернули. Официально по финансовым причинам. Сейчас прототип стоит в хранилище. Периодически его осматривают студенты. И почти каждый говорит одно и то же. У них появляется ощущение, что машина их разглядывает. Если вы думаете, что это максимум странности, приготовьтесь. Дальше речь пойдет о тех, кто пашет в полной темноте под покровом ледяной ночи. Гусеничный вампир. Северная Канада. Зима. Температура опускается ниже минус 60 по Фаренгейту. В это время большинство техники замерзает, отказывает. Но есть тракторы, которые включаются именно в такие моменты. Огромные, гусеничные, с обогреваемыми кабинами и двойными стеклами. Они передвигаются медленно, но неумолимо, как хищники, выслеживающие добычу. Местные жители прозвали один из таких тракторов «Вампир», потому что он выходит только ночью и работает без света. Да-да, без фар. Его водитель утверждает, что свет привлекает животных, а без него тишина и спокойствие. Но вот только каждый раз, когда он заводит машину, начинают глючить рации. А еще слышатся странные звуки в наушниках. Шепот. Как будто кто-то говорит на непонятном языке. Однажды тракторист признался, что слышал свое имя. Четко. Сквозь помехи. Он вышел из кабины, чтобы проверить аппаратуру, и увидел следы. Прямо в снегу. Свежие. Но не человеческие. И не от животного. Что-то между лапой и колесом. С тех пор он работает только днем. Но машина осталась. Она по-прежнему заводится ночью и ездит сама, чтобы прогреть системы, как говорит местная компания. А вот кто на самом деле сидит за рулем, никто не знает. Если этот трактор пугает своим молчаливым присутствием, то следующий шокирует своим двойственным характером. Буквально. Двуглавый монстр. Представьте трактор. С двумя кабинами, с двух сторон. И с двумя двигателями. Это не фантазия, а реальный проект, созданный для работы на масштабных стройках. Цель — избежать разворотов. Вместо этого трактор просто начинает движение в другую сторону, меняя перед и зад. Но реализация вышла по-настоящему безумной. Две полноценные кабины, каждая со своим рулем, педалями, приборами. Два оператора, два характера. И часто два мнения о том, что делать дальше. Из-за этого машины нередко попадали в конфликты между своими водителями. Однажды один из них отказался уступить управление, и трактор начал вращаться на месте, пока не снес часть забора. Были и случаи, когда техника поехала в обе стороны одновременно. Как? Никто до конца не понял. Одна из версий — там сбой в системе распределения мощности. Другая — человеческий фактор. Но были и те, кто утверждал, машина не хотела подчиняться. Сегодня остался только один рабочий экземпляр такого трактора. Он находится на складе под охраной. Потому что в последний раз, когда его пытались перевести, он самовольно завелся и уехал на несколько миль, прежде чем заглох, без водителя. И, возможно, именно эти двуликие машины породили целую серию еще более ужасающих механизмов, которые и вовсе не поддаются логике. Оживший мутант. Глубоко в индустриальных районах Китая, где старые заводы все еще дышат углем и горячим металлом, существует одно место, про которое местные говорят шепотом. Оно не отмечено на туристических картах. Там, по слухам, в 2000-х работал завод, который собирал технику из того, что вообще не должно было собираться. Речь идет о тракторах, сделанных из утилизированных деталей всего подряд. Самолетов, автобусов, списанных танков и даже старых лифтов. Результаты были пугающие. Каждый экземпляр выглядел по-своему. Один был трехколесным, с выдвижными лапами, другой вообще без руля. Управляемый только кнопками. У одного кабина располагалась сбоку, как у боксера с вывихнутой челюстью, у другого вертикально, будто башня. Когда эти тракторы начинали двигаться, создавалось ощущение, что они сами не понимают, кто они и зачем живут. Местные работники говорили, что техника вела себя странно, могла глохнуть на ровном месте, разворачиваться без команды, включать сирену посреди тишины. И все бы ничего, если бы не трагедия. Один из механиков погиб. Официальная версия — несчастный случай.
Неофициально. Трактор сдвинулся с места сам и резко будто знал, что делает. После этого завод закрыли. Или, как говорят в деревне поблизости, его забрали. Но машины не исчезли. Несколько штук до сих пор брошены в окрестностях. Заржавевшие, забытые, но не мертвые. Один фермер клянется, что слышал, как ночью один из них завелся, и фары на секунду загорелись. Только вот аккумулятор там давно снят. А если такие монстры создавались в тайне, то представьте, что творилось на поле боя. Безумие на полях. Во времена Второй мировой войны в глубинах армейских депо рождались не только танки и пушки. Армия нуждалась в машинах, которые могли бы не просто тянуть пушки, но и прокладывать дороги, зачищать завалы, перевозить оружие в условиях, где даже танки не проходили. Так появились военные тракторы. Некоторые из них выглядели не как техника, а как ходячие доты. Один из таких прототипов назывался «Полевой кабан». Он был бронирован по периметру, имел выдвижной клин спереди и башню с пулеметом. Да, трактор с оружием. Но еще страшнее было то, как он звучал. В отличие от обычной техники, он воил. Гудение мотора переходило в вибрацию, которая била по груди. Солдаты шутили, что это крик души машины, которую заставили убивать. В одном из случаев этот трактор вышел из-под контроля. Во время испытаний в лесу он отказался тормозить и просто сносил все на пути. Деревья, бетонные блоки, заборы еле успели заглушить его дистанционно. После этого такие модели больше не выпускались, но документы сохранились, и по ним ясно, было еще 5 моделей. Каждая страшнее предыдущей. Их планировали использовать в Европе, но война закончилась. Однако один такой трактор, как утверждают некоторые историки, все же добрался до линии фронта. Где он? Неизвестно. Но если вы когда-нибудь увидите среди деревьев бронированную коробку с выдвижным шипом, бегите. На фоне этих боевых машин следующий трактор не военный, но выглядит так, будто в нем держат кого-то или что-то. Зверь в клетке. Это уже не выглядит как техника, скорее как тюрьма на колесах. У этого трактора кабина полностью обтянута решеткой, не декоративной, а массивной, сваренной, как будто сделанной для того, чтобы не выпустить Водителя. Или удержать нечто, что может вырваться наружу. Такая конструкция появилась не случайно. Один завод на юге США пытался решить проблему агрессивных операторов. Людей, которые часто вели себя неадекватно за рулем. Звучит странно, но в 90-е это была реальная проблема на частных стройках. Так родился проект Cage Truck. Машина была нормальной, кроме одного. Кабина представляла собой металлическую клетку с системой дистанционной блокировки. Управление мог отключить наблюдатель, если что-то шло не так. Но затем начались странности. Один из операторов уверял, что чувствует, как клетка сжимается. Еще один, что слышит скрежет, будто кто-то пытается выбраться снаружи. На 3-й неделе работы трактор самовольно заблокировал двери. Человек внутри не мог выйти полчаса. И все это время слышал шаги над крышей. На закрытой площадке. Охрана ничего не обнаружила. После череды таких инцидентов проект свернули, но техника не исчезла. Один из экземпляров купил коллекционер. И сегодня эта тюрьма на гусеницах стоит в музее. Но экскурсовод категорически отказывается включать ее даже на холостом ходу. А ведь бывают машины, которые пугают даже без решеток и оружия. Достаточно просто. Тишины и темноты. Ночной охотник. Глубокой ночью, в зонах, где раньше были ядерные испытания, работают специальные машины. Их цель — это разрыхление почвы, поиск уцелевших объектов, сбор данных. Но среди этой техники есть одна, о которой ходят легенды. Трактор, двигающийся без звука, без света, без людей. Изначально он был разработан для дистанционного управления, но позже появились модификации с автономным режимом. Машина могла сама выбирать маршрут, избегать препятствия, выполнять задачу. Ее корпус матово-черный, обтекаемый, она почти не оставляет следов. На радиолокаторах как тень. Сотрудники, работавшие рядом с этой машиной, говорили, что ее появление вызывает чувство тревоги. Холод, словно понижение температуры, когда она приближается. А однажды один из техников заметил, что трактор остановился и смотрит на него. У него нет глаз, но ощущение, как будто кто-то сканирует. Один инженер записал, что в логах машины появились команды, которых никто не давал. Команды с неизвестных адресов. Вскоре после этого он уволился и теперь живет в другой стране. Ночной охотник все еще работает. Он не числится на балансе, но его видят в разных местах. Где-то среди остатков полигонов и заброшенных шахт. В абсолютной темноте. И если вы думаете, что хуже быть не может, вспомните, что иногда самая страшная часть машины — это ее форма. Колесо судьбы.
Один из самых странных тракторов в истории имел всего одно колесо. Вертикальное гигантское высотой более 20 футов. По бокам стабилизаторы, кабина прямо над осью. Все выглядело как безумный цирковой аттракцион, но это была реальная машина, созданная в 30-е на волне инженерных экспериментов. Цель — максимальная маневренность и минимальный урон почве. Но конструкция вышла нестабильной. Один поворот, и трактор мог упасть на бок как мяч. Управлять им было почти невозможно, однако инженеров это не остановило. Прототип отправили на испытания в сельскую зону в Висконсине. Во время третьего запуска что-то пошло не так. Машина начала вращаться, не просто ехать, а именно крутиться. Центробежная сила подняла один из стабилизаторов, и трактор пошел в разнос. Он проехал через поле, снес часть амбара, чуть не задел жилой дом, остановился только когда врезался в старое дерево. После этого машину запретили. Но жители деревни, где это произошло, до сих пор вспоминают тот день. Говорят, в тракторе никто не сидел. Хотя перед началом испытаний оператор точно был на месте. Сегодня это колесо судьбы, экспонат в музее. Но к нему не подпускают детей. Просто на всякий случай. Гибрид из ада. Есть машины, в которых все выглядит логично до момента, пока ты не понимаешь, из чего они собраны. Есть машины, в которых все выглядит логично, до момента, пока ты не понимаешь, из чего они собраны. Один из таких тракторов был создан в условиях крайней необходимости, когда на одной из северных военных баз не хватало техники. Инженеры получили задание собрать рабочую машину из того, что было под рукой. Результат — гибрид на стероидной смеси, база от броневика, трансмиссия от грузовика, гусеницы от тягача и навесное оборудование от тракторного завода. Сначала машину просто называли номер 4, но вскоре ей дали другое имя — адова микстура. Потому что, когда она включалась, звук был таким, будто открывался портал. Трактор ревел, вибрировал и, по словам очевидцев, будто дышал. Резкие выдохи через глушитель сопровождались паром, как у живого существа на морозе. Использовали ее всего неделю. Затем авария. Оператор покинул кабину, чтобы проверить уровень масла. И в этот момент машина двинулась. Прямо. Без команды. Она проехала 100 ярдов, врезалась в сторожку и остановилась. После этого проект свернули. Инженеры отказывались даже прикасаться к машине. Кто-то считал, что в ней сбой электроники, другие, что она просто поняла, что свободна. Сейчас она стоит в ангаре под чехлом с цепями вокруг. Один из охранников утверждает, что слышал, как ночью она шевелится. А еще, что один из гусеничных следов утром появился снаружи ангара. Хотя двери были закрыты. Но если этот гибрид просто пугающий микс, то следующая машина пугает на уровне звука. Плачущий дизель. Многие старые трактора из СССР славились своей надежностью. Но один из них стал знаменит по другой причине. Его прозвали «плачущий», потому что звук его работы не был похож на обычный двигатель. Он действительно звучал как плач, рваный, хриплый, с интонацией страдания. Первый такой экземпляр появился в Сибири на одной из экспериментальных станций. Его двигатель был переделан, чтобы работать в экстремальных условиях. Но при первом запуске звук был настолько пугающим, что двое работников убежали с поста, решив, что в машине кто-то застрял. Сначала это списали на особенности конструкции, но с каждым днем звук усиливался. Он не просто гудел, он пел. И эта песня была тревожной, как стон. Однажды ночью трактор завелся сам и включил полный свет. Когда подошли охранники, двигатель не работал, но звук все еще слышался. Словно кто-то рыдал внутри железного корпуса. Трактор убрали, отправили на утилизацию. Но при транспортировке грузовик попал в аварию. Из 6 человек в кабине выжил только один. Позже он сказал: «Я выжил, потому что сидел дальше от машины. Я не слышал, как она шептала». Сейчас никто не знает, где находится эта техника, но в деревнях до сих пор рассказывают легенды. Если слышишь, как ночью в поле плачет железо, не иди на звук. Это не человек. А вот следующая машина пошла еще дальше. Она настолько опасна, что была запрещена. Но ее не остановили. Запретная машина. Есть техника, которую создают с благими намерениями, а потом боятся ее настолько, что запрещают в нескольких странах. Именно так произошло с трактором, который был разработан для агрессивной мелиорации. Он должен был пробивать самые плотные породы земли, рыхлить мертвые слои и запускать автоматическое удобрение. Машина имела резаки из углеродистой стали, систему автономного управления и возможность работы на автопилоте. Звучит как мечта агрария. Но в реальности вышел кошмар. Трактор оказался слишком сильным. Он пробивал все, включая бетонные плиты, линии электропередачи, заборы и даже водопроводы. Однажды в Канзасе он прорвал дамбу, пытаясь освоить берег.
затопило 2 фермерских участка. После этого технику запретили. Но модель уже разошлась по частным покупателям. Некоторые перепрошили ее систему, другие оставили как есть. В одном случае трактор сам нашел маршрут до нового поля, пересек участок шоссе и чуть не попал под поезд. Официально эта техника не должна использоваться, но время от времени ее все же замечают на фото, сделанных с дронов, на камерах наблюдения. Она перемещается ночью и всегда движется к цели, как будто знает, где надо работать, а может, где искать. Но даже такие машины не вызывают столько тревоги, как последняя. Тот, кто жив и работает до сих пор. Последний рев. Завод, где производили самые странные тракторы в Восточной Европе, был закрыт десятки лет назад. Обанкротился, разрушился, исчез. Но одна машина оттуда осталась. Ее называли 11-й. Потому что она была 11-м и последним прототипом. Все, что производилось после, не дошло до сборки. 11-й, массивный, асимметричный, с двигателем сбоку и кабиной, похожей на голову насекомого. В нем установили уникальную систему навигации, которая работала даже без спутников. Управлялся он через старый пульт с аналоговыми рычагами. После закрытия завода трактор исчез. Его искали коллекционеры, военные, даже охотники за металлом. Безрезультатно, до тех пор, пока через много лет его не заснял дрон. Где-то в горах на границе 2 стран. Он ехал один, медленно, без ферм, без водителя. Видео вызвало волну интереса, но найти машину не удалось. Те, кто отправлялся на поиски, возвращались ни с чем, а один не вернулся вовсе. Местные поговаривают, что трактор все еще работает, он не ищет поля. Он выполняет последнюю команду. Какую? Никто не знает. И если вы думаете, что это просто старая железка, послушайте, что слышно, когда он проходит мимо. Некоторые утверждают, что это не рев мотора, это крик. Живой металл. И вот мы добрались до финала. Самые странные и ужасающие трактора, которые мы рассмотрели, объединяет нечто общее. Они не просто выглядят пугающе. Они вызывают у людей чувство, которое трудно объяснить. Страх, тревогу, ощущение, что перед ними не просто техника, а нечто живое. Почему это происходит? Возможно, дело в форме, в звуке, в движении, а может, мы просто проецируем на них свой страх перед тем, что не можем контролировать. Ведь трактор — это символ спокойной, кропотливой работы. Но когда он становится слишком мощным, слишком непредсказуемым, слишком похожим на живое существо, он превращается в монстра. Может быть, это все совпадение, может, слухи. Но одно ясно точно, среди железа и масла может родиться нечто, что уже не служит человеку, а живет по своим правилам. Так стоит ли бояться тракторов? После всего, что мы увидели, скорее стоит уважать. И помнить, даже самый мирный механизм может однажды проснуться.